Всем доброй ночи, друзья мои. Хотя уже ближе к утру, но перед тем, как пойти немного отдохнуть, я решила все же подарить вам ритуал, который уже несколько дней пытаюсь снять, но никак не доберусь до этой работы. У меня огромный список работ, которые я должна снять в эти 2 недели. Вы знаете, силы, пока через меня не отдадут миру все то, что должны отдать, они не отпускают. Это не объяснить, это понимают только люди, которые одержимы своей работой, своим трудом. Это понимают педагоги, которые до утра сидят и дорабатывают проект для того, чтобы потом со своими учениками поехать и выиграть какой-то конкурс, да, там районный или республиканский. Это понимают архитекторы, которые чертят до утра свой проект, засыпают за столом письменным, рабочим, чтобы на следующий день успеть отвести и выиграть тендер, да, для города. Это понимают люди, которые одержимы этой страстью своего труда, своей работы. Это самая лучшая одержимость и страсть, когда ты любишь свой труд. Это понимают музыканты, которые до утра репетируют, чтобы на следующий день просто блистать на концерте. Это понимают певцы, которые сутками поют и берегут потом свой голос месяцами, отказывая себе во многом, что вкусно их хотелось бы есть, но вредно для голоса, чтобы выйти на сцену, спеть и просто очаровать зрителей. Это не поймут тунеядцы, маргиналы, ничтожества, бездельники, которым хочется всю свою жизнь только пользоваться всеми, у всех все требовать, проклинать там богатых или знаменитых людей и искать там изъяны, сидеть сплетни разносить туда-сюда. Они это не поймут. Для них это безумие, непонятно. Для них это гонка за деньгами. Почему-то им кажется, что если люди много работают, то они просто из-за денег алчные, с ума сходят. Вот, например, мои все работы подарены даром. Они не продаются в каких-то тайных форумах, еще где-нибудь. За них деньги никто не берет. И, казалось бы, в чем моя корысть столько работать? Ну, потому что я не могу иначе. Я не понимаю, как можно не работать, как можно не нести миру то, что ты можешь нести. Если ты кулинар, то ты придумываешь свои рецепты, оставляешь после себя. И если ты художник, то ты свой стиль, значит, холстов, написания картин оставляешь. Если ты писатель, ты говоришь свое слово через своих героев. Если ты врач, то новый метод лечения ты, значит, изобретаешь. Ну, бесконечно можно продолжать. Если ты механик, значит, изобретаешь новые какие-то приспособления, улучшающие жизнь людей твоей профессии. Если ты строитель, то ты находишь новые методы строительства более крепких фундаментов и зданий и так далее. Ну вот потому что человек, которому дано, не может он держать это в себе. Есть такая древняя поговорка: знание держать в себе все равно как уголь, закинуть себе горячий уголь за шиворот, знаете, и вот так вот держать. Это же невозможно удерживать свои знания. Это все нужно отдать миру. Это внутри тебя, это тебе отдано, и через тебя передается. Ты не имеешь права это хранить в себе и ничего не делать, если оно тебе отдано. Так вот, вот эта одержимость работой, когда ты вот в этот поток заходишь, в эту волну информации, дел, там, вот эта вот страсть, такое вот, знаете, неистовство своей работой, то потом вот просто, чтобы успокоить этот поток внутри себя, надо еще что-нибудь сделать, отдать.
и лечь спать, то есть хоть что-нибудь. Я к тому, что вот, например, бывали в моей жизни времена, когда я всю зиму практически из дома не выходила. Я заказывала еду, Пуся не выходил, с Пусей он зимой не очень любил гулять, он дома все свои дела, все было куплено. Я месяцами из дома не выходила. Я работала как одержимая день и ночь. У меня был огромный список работ, 200-300 работ, которые я должна была снять, сказать, там и лекции, и ритуалы, и работы, и прямые эфиры, и ясновидение, ответы на вопросы, и рассказы, и так далее. Я должна была вот это все снять, и исторические очерки, психология семейная, не знаю, все. И пока я не снимала, меня просто не отпускали, понимаете? И я это все снимала. И я помню себя просто, у меня вот под глазами синяки, как алкашка после хорошей такой пьянки недельной. И я вся бледная, у меня уже руки дрожат, глаза красные, сосуды лопнувшиеся и так далее. Все здоровье отдано, понимаете? Почему я возмущаюсь, иногда люди не понимают, а что здесь такого, что вот, ну украли, ну взяли, ну переделали, ну кто-то продает, ну от вашего имени какую-то группу открыли, ну что там возмущаться? Вы не представляете, какую жертву такие люди, как я, платят. Вы еще половину моей жизни не знаете. Это я рассказала какую-то часть. Но есть более страшные, тяжелые вещи, тяжелые удары, которые я получила и получаю, и буду получать еще. Это плата. Это плата за все. За все в этом мире надо платить, даже за известность, да за все. Но я стала железным человеком, вот просто железный, каменный. И окаменело все внутри, я просто сильная. И я перешагиваю, прохожу, дальше живу. И я считаю, что если я пришла в этот мир служить людям, служить не в том смысле, что услуги оказывать и прислуживать, а служить тому, чтобы людям помочь жить новой жизнью, поменять свою жизнь, купить жилье, одолеть вот этих недругов, которые мешают им жить, начать новую жизнь, призвать к себе удачу и так далее, научить взаимодействовать с силами природы, мироздания, с богами, с духами, с душами предков. Если меня привели, я должна абстрагироваться от всего и делать то, ради чего я пришла в этот мир. Чтобы когда я уйду, у меня совесть была спокойна, чтобы Анубис меня вел по этим коридорам, и я бы не боялась ничего. Я бы знала, что мне скажут, да, этот человек выполнила все, что было на нее, скажем так, напялено, знаете, наложено, поставлено вот этот груз, она тащила. И что бы она в жизни ни сделала, какие бы у нее ни были ошибки, но ее ошибки, ее какие-то юношеские глупости совершенные, может, какие-то нехорошие поступки, если кому-то кажется, что они были, неважно, что все это пыль по сравнению с тем, какой крест этот человек на себя тащила все годы своей жизни. Что вот это вот прощается, это минусуется именно только потому, что она столько делала. Я не боюсь смерти, я не думаю каждый день на награде после смерти, о чем-то нет, поверьте мне. Просто я хочу выполнить то, что мне дали, то, что мне приказали, указали, ради чего я пришла в этот мир. И я не стремлюсь быть понятной для людей, которые в своей жизни ничего не делали. Ничего не хотят делать. Я не стремлюсь, они меня никогда не поймут. Меня поймут только те люди, еще раз говорю, которые сделали себя сами. И они поймут, что такое боль, когда видят, что присваивают твой труд. Тот труд, который ты день и ночь просто выстрадала своей судьбой, понимаете? Так вот, начнем. Энергия. Это и есть сила жизни. Она нам нужна постоянно, но работа, внутренние переживания, умственные напряжения, все это расходует это топливо, эту энергию. А если мы еще живем
в каменных джунглях. Я жила в городе много лет, и я знаю, что неоткуда брать эту энергию. Сейчас природа немного меня лечит. Вот иногда просто выхожу, смотрю на лес, и становится легче на душе, потому что вот такая замечательная природа рядом. Утром птички поют, зимой, как в русской сказке. Знаете, я благодарна богам. У меня такое ощущение, как будто я в этом доме жила всю свою жизнь. Вот как будто я никуда не уходила, я просто вернулась в свой дом. Что это не чужие люди построили и продали мне, что это вот это мое место. Наверное, еще до рождения моя душа в этих местах обитала, и поэтому я приняла это место, словно я с рождения. Вот я даже не знаю, как вам описать. Вот как будто исчезло все мое прошлое из головы. Оно осталось в памяти, в подсознании, в сердце, в душе. Боль это осела, все равно не пройдет так легко и просто. Никогда не пройдет. Но словно вот я вот наблюдаю за собой со стороны, вот как будто это не со мной произошло, знаете. Я понимаю, что это я прошла. Но вот стерла вот это все, меня успокоило, как-то так закрыла вот эту дверь туда навеки. И я успокоилась. Когда у человека есть свой дом, у него душа спокойна. Он не переживает, не боится, что вот утром там позвонит хозяин квартиры, скажет, я вот продаю квартиру или другим сдаю, что хочешь делай, понимаешь? И ты не будешь знать, куда уйти, что делать. Свой дом – это... Я поэтому понимаю людей, которые с трепетом показывают дом, который получился у них после многих ритуалов, да, вот они смогли собрать, смогли взять ипотеку, в любом случае смогли. Я понимаю их радость, потому что это твое. Это твоя не просто крыша над головой, вся твоя энергия, жизнь, память, дети твои будут расти там, понимаете? Это просто вот начало. И вот ради того, чтобы люди радовались, и ради того, чтобы помочь людям в трудную минуту, потому что мне в трудную минуту никто не помогал, я и работаю. Я вот дала сейчас заговоры дней, недели, потом покровителя каждого дня. Вы знаете, сколько людей мне написали? Такое замечательное ощущение. Утром читаешь, идешь, и весь день словно тебе служат. Просто никаких происшествий, никаких нервов. Все легко получается, на все хватает времени, энергии, сил. Все пытаются тебе помочь, все тебе улыбаются, как будто прям вот это твой день, и каждый день твой день. Для этого и даю, друзья мои, чтобы мы с вами жили более-менее хорошо и сносно в этом мире, где полно боли, разочарования, всего плохого, злого. Хотя бы что-то должно быть, качество жизни человека, чтобы не тащить свое существование, а жить, радоваться, чувствовать этот мир. Вечно не будем жить. В любом случае, мы все дети смерти. И рано или поздно уйдем, понимаете? Но, по крайней мере, качество жизни не доживать как-нибудь и ползти, а жить, чувствовать этот мир до последней капли, до последнего дня. Вот о чем речь. И вот энергия жизни, она нужна все время. Надо питать себя, надо прийти в себя. Энергия, она успокаивает, убирает боль. Понимаете, так, как бы сказать, дает желание жить дальше, работать, совершенствоваться. Вот вспомните какие-то моменты в вашей жизни, когда вы были без сил, ничего не хотелось. Прям это не жизнь. Вот, ну, ничего не было интересно. Хоть там золотые горы тебе пообещают, но если у тебя силы жизни нет, тебе все равно, что будет. Отсутствие энергии приводит к депрессиям, к выжатости, к, знаете, такому творческому выгоранию. И вот отвращение начинаешь получать от работы. Не могу больше, не хочу ничего, надоело. На всех срываешься, не хочешь ничего делать, злишься. Короче говоря, нужна энергия. Но энергию мы получаем больше всего от окружающего мира, от стихии, от земли, от воздуха, от воды, от огня. Древние так и делали. Они знали определенные секреты,
которыми пользовались. Когда пришло христианство, это все начали высмеивать, мол, какие там духи, какой огонь, какие энергии, какая природа, Боженька, Господь Бог, там иди молись там перед иконами мучеников, мученики, которые мучились, ничего не знают в этой жизни, кроме мучений. Что они тебе дадут? Только мучения, больше ничего. И вот человеческая психика подавливается вот до такой степени, что уже, человек превращается в вечно плачущего, вечно выжатого, вечно грешного и плохого, и помилуй Господи, и прости наши грехи несчастные. Жалкое зрелище. Так вот, я вас научу, как древние получали энергию от огня, воды, воздуха, земли. И вы тоже будете получать эту энергию. С той стихии, с которой в данный момент вам взаимодействовать легче. Ну, огонь, предположим, разжигать немного трудно в таких условиях на работе или где-нибудь. А вода всегда есть, а земля есть всегда. Да, везде она есть с вами. А воздух тем более везде и повсеместно. Итак, первое, с водой. Начитайте на воду 3 раза и выпейте воду. И у вас будет такое ощущение, как будто по вашим клеткам, помните фильм «Тихий Дон», огонь по зебрам пошел. Вот у вас будет такое ощущение, как будто каждая клеточка начинает оживать. У вас даже голова закружится на секунду, и потом резкое прояснение и энергия на долгое время хватит. Вы можете в день несколько раз это делать. Читать над бокалом с водой в любое время дня и ночи и выпить. Ну, рассчитайте столько воды, сколько вы сможете залпом выпить. Итак, заговор следующий. Течет великая река, омывает берега. Ульяна чистая, Марьяна светлая, Маримьяна святая. Передай, вода, мне свою силу, подари мне, вода, свою мощь. Я не просто пью воду, я силу океанов пью. Мощь морской волны себе беру. Энергию рек в себя вбираю и исцеляюсь. Силой наполняюсь. Оживи, вода, каждую мою клеточку. Заклинаю. Еще раз. Течет великая река, омывает берега. Ульяна чистая, Маримьяна светлая. Марьяна светлая, извиняюсь. Маримьяна святая. Передай, вода, мне свою силу. Подари мне, вода, свою мощь. Я не просто пью воду, я силу океанов пью. Мощь морской волны себе беру. Энергию рек в себя вбираю и исцеляюсь. Силой наполняюсь. Оживи, вода, каждую мою клеточку. Заклинаю. Далее. Над свечой или над любым источником огня, хоть газ включаете, руки держите над огнем и протираете потом лицо, как осеняете себя этой силой. Опять же читаете 3 раза. И вот так вот протираете, проводите по лицу. Забираете энергию у огня. Тот же эффект. Головокружение, резко становится легче. И набираете сил на весь день, энергии. Можете все провести. Можете по отдельности, то, что вам удобно в этот момент начитать. Огонь, батюшка, наполняй меня силой. Сила солнца, сила звезд, сила очага. Каждую клеточку моего тела осеняй силой своей, могучей. Батюшка великий, батюшка вечный, дай мне свою силу. Заклято. Огонь, батюшка, наполняй меня силой. Сила солнца, сила звезд, сила очага. Каждую клеточку моего тела осеняй силой своей могучей. Батюшка вечный, батюшка великий, дай мне свою силу. Заклинаю. Следующее. Земля.
Нужно ладони положить на землю. Кладете ладони на землю, прижимаете не асфальт, а землю. Руки вот так прижимаете ладони и говорите 3 раза. Будет такое ощущение, как будто через ваши руки, через ладони проходит ток по венам вверх. Это земля свою энергию отдает вам. Кормилица-матушка, ты баюкаешь мертвых в объятиях своих, а живых кормишь, даруешь жизнь. Могущественная Матери, дай мне силу свою. Забери усталость и гнев, а взамен подари мне свою мощь. Матушка-Земля, услышь меня, заклинаю. Кормилица-матушка, ты баюкаешь мертвых в объятиях своих, а живых кормишь и даруешь жизнь. Могущественная Матери, дай мне силу свою. Забери усталость и гнев, а взамен подари мне свою мощь. Матушка-Земля, услышь меня, заклинаю. Кормилица-матушка, ты баюкаешь мертвых в объятиях своих, а живых кормишь и даруешь жизнь. Могущественная Матерь, дай мне силу свою. Забери усталость и гнев, а взамен подари мне свою мощь. Матушка-Земля, услышь меня, заклинаю. Далее с воздухом. Смотрите. Воздух или ветер в любое время. И от ветра можно эту энергию получить, хотя немножко с ветром чуть по-другому. Если помните, к ветру ладос у меня есть ритуал. Он очень сильный и помогает. И, кстати, ладос, он дует на Босфор. И одним словом, посмотрите этот ролик к ветру ладос. Вам очень поможет в ветреную погоду читать. Итак, воздух. Начитайте и потом, когда говорите слова при словах «войди, сила, в мою кровь и плоть», надо вдыхать воздух. Вот так. А потом, выдыхая, говорите «выходи усталость, выходи боль». Да будет так. Сейчас я начитаю, поймете, как это надо делать. Вы как бы фильтруете, очищаете свой внутренний мир. Выдыхаете усталость и вбираете энергию. Или наоборот, вбираете энергию и выдыхаете усталость. О, невидимая сила, ты в каждом из нас. Я вдыхаю, извиняюсь. Это усталость. Сейчас мои хайтеры, как их называют, сейчас быстро запишут. Ой, вздыхаю там и так далее. Ну, попробуйте до утра сидеть, я посмотрю на вас. Не ошибается тот, кто ни хрена не делает. О, невидимая сила, ты в каждом из нас. Я вдыхаю твою силу в себя и выдыхаю усталость. И дышим глубоко так, вдыхаем. Войди, сила, в мою кровь и плоть. Выдыхаем. Выходи, усталость. Выходи, боль. Да будет так. И еще раз. Невидимая сила, ты в каждом из нас. Я вдыхаю твою силу в себя и выдыхаю усталость. И вот, в этот момент. Войди, сила, в мою кровь и плоть. Выходи, усталость, выходи, боль. Да будет так. О, невидимая сила, ты в каждом из нас. Я вдыхаю твою силу в себя и выдыхаю усталость.
Войди, сила, в мою кровь и плоть. Выходи, усталость. Выходи, боль. Да будет так. Сейчас немного энергии прибавится. Наоборот, мне это не было особо нужно. Ну да ладно. Ничего страшного, сильно устала, все равно усну. Еще одна работа в вашу копилку, чтобы иметь силы, возможность себя восстанавливать и работать дальше. Желаю всем удачи.